ТикТоке можно найти абсолютно любые видеоролики, начиная от милых котиков до страшных хорроров, после которых вы вряд ли уснете. Но сегодня данная платформа преподнесла нам на обозрение челлендж с таким названием как Benadryl Challenge. В чем суть данного челленджа, какие последствия он несет за собой, а также на что готовы подростки ради популярности, вы узнаете прямиком из данного видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, погнали! Свои корни данный челлендж пустил из Соединенных Штатов Америки. Американские подростки стали активно юзать определенное вещество – Benadryl, которое привело к миллионам просмотров. Если вы уже задумались о том, что слово Benadryl вызывает у вас впечатление некого аптечного препарата, то вы попали в самую точку. Главная задача челленджа – это употребить в свой организм данное лекарство от аллергии в количестве от 12 до 14 таблеток с целью вызвать галлюцинации, испытать некое удовольствие, иллюзию счастья, испытать некую радость и получить дозу своей популярности. Сняв все это в ТикТок и благодаря хэштегам набрать просмотры. И прежде чем мы продолжим, важно помнить о том, что слово лекарство упоминается тогда, когда человеку плохо с физическим здоровьем. И он решил подлечить себя, но ни в коем случае не лишать себя здоровья путем передозировки. Если вы еще не поняли и не осознали до конца, что же такое передозировка и чем она может быть опасна, то слушайте внимательно. При передозировке возникает ужасный кошмар, когда вы теряете контроль над своим телом. Сердце будто рвется на части, кости ломаются от невероятных мук, и все клеточки организма кричат в агонии. Сознание окутывается темной тенью, забирая с собой последние осколки рассудка. Галлюцинации пронизывают реальность, обнаруживают зловещие образы, извивающиеся перед глазами, как чудовищные кошмары. Дыхание становится все более слабым, то есть вы будете испытывать в прямом смысле слова муки, которые, возможно, вы не сможете остановить. А ведь за данными муками может следовать смерть. В период от 11 до 15 лет можно назвать подростковым возрастом. И именно этот возраст опасен тем, что неокрепший мозг мальчика или девочки можно с легкостью повлиять, и тот в свою очередь неосознанно будет делать вещи, которые могут быть крайне опасны. И вот еще несколько причин, почему именно подростки способны втягиваться в подобное. Импульсивность. Человек полностью не впадает в раздумья, не взвешивает все за и против, а на основе эмоций принимает зачастую неправильные решения. Желание быть в компании, то есть, чтобы влиться и стать своим, необходимо поддерживать интересы окружающих тебя подростков, той компании, в которую ты попал. А значит, если тебя курят, то и куришь ты. Если они пьют таблетки, будешь и пить ты. Иначе не мужик и будешь исключен из компании. Недостаток опыта. В силу возраста у подростков недостаточно опыта жизненных ситуаций. И если рядом не окажется нужного человека, к примеру, отца или старшего брата, то подросток может пойти по собственному пути и наступить на очень болючие грабли. Я ни в коем случае не говорю, что все подростки такие, но вот, увы, особенно в США они будут заводить друг друга и затягивать в подобную кабалу. Поэтому важно с раннего детства учиться мыслить рационально и правильно подходить к тем или иным вещам. Сейчас я максимально в красках и деталях постараюсь вам рассказать случай, который произошел с одним мальчиком, который решил повеселиться, получить свою дозу популярности, стать известным путем употребления данных таблеток. Джейкобу Стивенсу из Огайо было всего лишь 13 лет, он даже не подозревал, что с ним может случиться. Был обычный будний день, когда Джейкоб решил скоротать досуг и полистать ленту ТикТока, как внезапно наткнулся на популярный тренд с употреблением Бенадрила. Естественно, неокрепшая психика мальчика подумала, что это какая-то волшебная таблетка, у которой временный эффект. Безусловно, о существовании передозировки он и не знал, и думал, что все закончится благополучно. Проблем приобрести препарат не составило. После чего, не откладывая все в долгий ящик, Джейкоб решительно насыпал себе в руку 12 или 14 таблеток и подумал, что это достаточное количество, чтобы увидеть галлюцинации и стать популярным в ТикТоке. Во время съемки с ним присутствовали его друзья. И, конечно, никто из них по-настоящему не был ему другом, раз не остановили его от употребления таблеток. Когда он выпил свою горсть, то спустя мгновение начал чувствовать недомогание. Далее оперативно была вызвана скорая помощь, и парня поместили в реанимацию, подключив ему искусственную вентиляцию легких. К счастью, это помогло сохранить парню жизнь на ближайшие 6 дней.
но в коме. Врачи сообщили отцу ребенка о том, что он больше никогда не придет в себя, не сможет улыбаться, ходить в школу, бегать, прыгать, резвиться, потому что его мозг просто не желает приходить в себя. И как вы уже поняли, спустя 6 дней жизнь Джейкоба была закончена. Он не вышел из кома и ушел из жизни. После этого семья Джейкоба решила приложить все усилия, чтобы больше никогда не допустить того, чтобы чья-то жизнь пострадала из-за данного лекарства. И они будут прилагать усилия, чтобы данный препарат не продавался подросткам и детям, а только по рецепту и взрослым. Также их еще одной целью является то, чтобы дети могли регистрироваться в TikTok только с получением паспорта или другого иного документа, подтверждающий, что подросток уже не ребенок и сможет ответственно относиться к тому, что видит. Эта история ужасна тем, что по сути маленький мальчик пожелал две вещи – славу и деньги, которые отобрали его жизнь. Возможно, что ему не хватало внимания, общения с друзьями или родителями. И если бы он получил этот недостаток, возможно, бы реже заходил в ТикТок и в тот день просто бы не наткнулся на данное видео, и его жизнь бы продолжилась. Также город Техас не обошелся без случая употребления этих самых таблеток. Там маленькая 14-летняя Ребекка приняла 15 таблеток бенадрила, после чего у нее возникли галлюцинации, речь стала обрывистой, а пульс дошел до 199. И если бы не скорая помощь, то ее также бы ждала трагическая кончина. Врачи предупреждают всех, что чрезмерное употребление бенадрила вызывает аритмию, галлюцинации, судороги и смерть, если будет передозировка. Есть много и других опасных челленджей, допустим, популярен Nutmeg Challenge, в рамках которого участник должен выпить 2 или 4 ложки мускатного ореха с водой или молоком. Замысел таков, это должно вызвать галлюцинации, но по итогу это вызывает рвоту, недомогание и прочее. Еще один челлендж решила испытать на себе Милагрос Сотто из Аргентины. Только она участвовала не в таблеточном челлендже, а в неком blackout. Задача челленджа намерена вызвать у себя удушье и посмотреть на свое собственное состояние со стороны. Таким образом, девочку нашли родители посреди комнаты без сознания, а скорая помощь констатировала факт смерти. Если прямо сейчас мы зайдем в TikTok и попытаемся найти данный челлендж, то там выставят предупреждение о том, что данный контент опасен и, возможно, он может принести вред. Хоть и данный челлендж с бенадрилом был популярен в США в 2020 году, уже сейчас, на 2023 год, про него никто не слышал и не видел. Это может говорить о том, что TikTok принял соответствующие меры и все-таки ввел определенные ограничения, чтобы не допустить повторных событий. В наши дни я более чем уверен, даже и не слышали про подобное, а если и слышали, то отдаленно. Насколько нам известно, практически все жизненно важные препараты в аптеке США продаются только по рецепту. Но пока что тот самый элементарный бенадрил могут приобрести все, от ребенка до взрослого. Ведь это не будет совсем логично, если человек будет на грани жизни и смерти, а ему придется найти сначала рецепт, чтобы купить лекарство. Вывод прост. Данный челлендж зародился и также умер в Америке. И хорошо, что не дошел до других стран. Меры безопасности в США, в частности TikTok, были определенно приняты. И мольбы той самой семьи ушедшего Джейкоба были услышаны. В противном случае сейчас бы челлендж продолжался, и все становилось бы в сотни раз хуже. К сожалению, иногда властям, социальным сетям или еще кому-либо нужно увидеть чью-то смерть. И только тогда станет ясно, что челлендж стоит прекращать, блокировать или штрафовать тех, кто его распространяет. Печально только то, что одной смерти было недостаточно. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и до новых скорых встреч. Пока.